Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Баумейстер, украинский философ, на связи прямо сейчас. Андрей Олегович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Андрей Олегович, такие очень тектонические изменения идут в мире. Разлом на разломе. Обсудим, коснемся, конечно же, ситуации вокруг там, Ближнего Востока, политики Трампа. И вот глобальную какую-то рамку попробуем сегодня очертить. Но начать я хочу с исключительно Зеленского и его нового праздника. Понятно, да, календарь православный сместили, и поэтому вот у нас сегодня день украинской государственности. Причем это как бы приурочено ко дню крещения Руси. И вот на дне крещения Руси по вот этому новому календарю, новому празднику государственного значения Зеленского, он говорит, что вот когда-то мы говорили, сделаем 1 000 000 дронов, все смеялись, а сейчас будем 20 миллионов дронов делать. В общем, мы такие мощные. Но, знаете, кажется, что украинская государственность, она в принципе сейчас превратилась в дрон. И, ну, как бы не укрепляется, а наоборот, всем смыслом своим имеет войну. Продлевается военное положение, тасуются колоды вот этих руководителей, так или иначе, но как-то удобно, чтобы было удобно Зеленскому использовать украинскую государственность в противостоянии с Россией, возводя светлую мечту о том, что Украина защищает целую Европу. А вместе с этим Европа официально объявляет: уважаемые военнообязанные и мужчины, и женщины, теперь плыть Тису не надо. Вас не примут как беженца без штампа от пограничной службы, если у вас есть проблемы с воинским учетом у себя на родине. Ну так решите эти проблемы, а потом поговорим и посмотрим. Очень шокирующая новость, исключительно с точки зрения гуманитарной. Но такое ощущение, что украинская государственность, праздник, который мы сегодня отмечаем, это тоже не про человека. Какие мысли у вас по этому поводу? Ну, вы очень много не то чтобы задали вопросов, а сразу набросали тем. Но если говорить о первом тезисе, украинское государство, такая апелляция к святому Владимиру, который, конечно же, с Украиной ничего общего не имеет, кроме территории. Потому что игра в князей, ну, каждое государство, новое, молодое, имеет право присваивать себе какие-то далекие-далекие прошлые этапы. Но это скорее как игра, как попытка выстроить какую-то длинную идентичность. Но мне кажется, здесь игра затянулась, потому что Владимир в первую очередь известен тем, что он крестил Русь. А религия современной Украины – это светская, я бы сказал, антихристианская религия национализма. Кстати, вчера был праздник взятия Бастилии. Я думал, вот это новый украинский праздник. Вы скажете, вот взятие Бастилии, теперь новый украинский праздник. Там был впервые украинский президент. И не говорю не о Зеленском, вообще впервые украинский президент. И там Макрон, он всегда любит красивые формулы. Одна из красивых формул – стратегическое пробуждение Европы. Это как бы рамочная конструкция. Но в речи он сказал интересные вещи. Лозунг патриотизму да, национализму нет. Патриотизму да, национализму нет. Так вот, в современной Украине государственная религия или светская религия – национализм. Это ничего общего не имеет со святым Владимиром. А премьер-министр, уже бывший, прекрасная, исполнительная, аккуратная дама, была уволена без всяких причин за аккуратность. И за то, что ее уволили без всяких причин, и за то, что она была столь исполнительной, ей дали, по-моему, орден Ярослава Мудрого, то ли 4-й, то ли 5-й степени. Вот тоже такая игра. Я думаю, это тоже ноу-хау. Давать ордена политикам, которых снимают без объяснения причин. То есть это первый момент. У нас нет сейчас на уровне государственном понимания роли христианства. И мне жаль, что греко-католическая церковь и те осколки другого православия, ПЦУ, Православную церковь Украины, мне кажется, играет в языческую антихристианскую игру в христианских одеяниях.
Это первое, что я хотел сказать. Второе, я думаю, что разговоры о государственности заменили нам важнейшие принципы, о которых мы во время войны просто забыли. Если уж говорим о 14 июля, все-таки французская революция, то там в документе декларации человека и гражданина, а до этого в декларации Вирджинской и декларации независимости Соединенных Штатов было четко прописано, что государство должно гарантировать права, дарованные нам в разных редакциях Богом или природой. И это неотъемлемые, неотчуждаемые права. Там перечислялись эти фундаментальные свободы. И четко и в американском, и во французском еще более четко документе было сказано, что государство существует для этих прав, для их защиты. И если власть, правительство будет нарушать эти базовые права и принципы, то граждане будут иметь право поменять власть. То есть в этих документах вчера очередную годовщину праздновала Франция и все прогрессивное человечество. Прямо сказано, что государство лишается налета абсолютизма. И есть вещи поважнее. И если мы говорим сейчас о государственном празднике, то скорее это не государственный праздник. Сейчас представление о государстве сократилось, сузилось до механизма насилия ради интересов небольших групп людей, более широкой группы обслуживающих групп, интеллектуалов, бизнесменов, лидеров мнений, которые подменили собой государство. Мне могут возразить, что сейчас война, военное положение, но война не отменяет государство, война не отменяет человеческие права, свободы и достоинства. Какие-то вещи война может ограничивать военное положение, но война не отменяет достоинства. И когда, например, несколько десятков молодых людей во Львове выталкиваются перед камеру и после того, как их сломали, демонстрируют свою униженность и сломленность, и после того, как многие другие граждане подобные процедуры проходили, то есть сломать достоинство, сломать все, что у человека есть, это не то государство, которое Украина взялась защищать в 2022 году. Это мой такой ответ. Нужно понимать, что государство – это не группа людей. Понимаете, у Нужно нас, заново Андрей учить, что это Олегович, такое. да, у нас всегда был ориентиром Запад. И вы не просто так привели основополагающие исторические документы по итогам французской революции и так далее. Но этого Запад не видит. Более того, он сам потихоньку, ну, как бы потакая и принимая Украину Зеленского, ну, тоже украинизируется. Но это же вдуматься. Мы несколько недель назад ходили, и ну, я вот и по эфирам, и везде, то есть ну как так, поражались украинцы. Все страны, все государства, наоборот, очень благодарны другим государствам, партнерам, не партнерам, просто за то, что они защищают их граждан. Ну, то есть дают какое-то пособие, принимают, не выгоняют. А сейчас мы имеем ну, то, что вот это решение, да, мы всем продляем до 28 года, но всем новым давайте-ка пройдемте проверочку на их отношения с государством Украина Зеленского. Почему этот ориентир западный вот так тает? Знаете, такой многоплановый вопрос. Если говорить вначале от конкретики, то, что обсуждалось в кулуарах, я думаю, уже полгода. Ну, мы следили за этим, и европейцы не знали, я имею в виду Брюссель, как с этим, как согласиться с ситуацией,
где есть три элемента, скажем, три элемента уравнения. Первый, вот буквально сегодняшняя цифра Deutsche Welle. С 2004 по 2025 год сократилось работоспособное население Германии на 4 миллиона самих немцев. Причем то, что мы называем сегодня немцами, это тоже могут быть люди, родившиеся в семьях мигрантов, скажем. Да? И за этот период, 14-25, 3, то ли с половиной, то ли 3,6 миллиона мигрантов заменили немцев на их рабочих местах. То есть Deutsche Welle, скажем, не самая критическая и свободная площадка, указывает на то, это, кстати, заглавие этой статьи, указывает на то, что Германии необходимы мигранты, подчеркиваю, необходимы мигранты для выживания. Это один элемент уравнения. Второй элемент уравнения. Вот эти воинственные кличи там, Макрона вчера или заявление Мерца наталкивается на другую цифру. Тоже Deutsche Welle. Я намеренно называю этот источник, потому что скажут там какие-то другие, правые, консервативные. Вот самый такой, скажем, даже я бы сказал, полупропагандистский. Вторая цифра, второй элемент уравнения, что увеличивается количество отказов молодых немцев идти служить в армию. И сейчас дискуссия о том, вернуть ли систему призыва, не вернуть. Но тенденция к увеличению отказов. Люди не хотят воевать. Я думаю, это касается и французов, я думаю, это касается и итальянцев. В Европе очень много проблем. Конечно, их могут подготовить идеологически, и это в истории уже было неоднократно. Но на данный момент, и это третий элемент, Европа должна решить простую дилемму. Мы хотим воевать, но чужими руками. А люди, хотя и равны в декларациях, которые мы положили в основании наших систем, но они де-факто не очень равны. Потому что у разных народов разный порог боли. И у нас 30-40 погибших немцев, французов и итальянцев может вывести людей на улицы. А здесь есть страна, которая воюет уже больше, чем 4,5 года. Государство и власть делает с гражданами, что она хочет. При этом и существуют только спонтанные какие-то заявления, ни тебе пацифистских демонстраций, как там в Соединенных Штатах, например. Причем во все периоды, начиная Вьетнамская война, Первая Иракская, Вторая и так далее. Вообще такое ощущение, что в Украине все как один. Но это ложное впечатление. Я знаю, я получаю много писем, комментариев, я понимаю, что у людей разные представления. И я не претендую на абсолютную истинность. Я допускаю, что есть группы украинцев, их много, которые, слушая меня и вас, подумают, как они оторвались от украинской жизни. Тут все процветает. Театры, бизнес работает. Свободы все-таки у нас есть. А там создают некоторые журналисты плохой фон, связанный с ТЦК. Да, есть отдельные перегибы, но в целом мы настолько едины, сплоченны, героичны, стойки, что вот эти все бла-бла-бла подобных там Шелестов или Баумейстеров, ну, ни к чему. То есть, они давно откололись от этой жизни. То есть, я допускаю это, но у меня другой взгляд. И я вижу, что европейцы прекрасно понимают, что у них простая дилемма. Или они должны подталкивать Украину к прекращению войны, а сейчас это сложно, потому что на данном этапе, будем объективны, и Путин не хочет, потому что ситуация накалилась до предела. В ближайшие месяцы говорить о мирном договоре не приходится. Не хочет сейчас обе стороны. И вот в этой ситуации они думают, но если даже подталкивать Украину к мирным переговорам, Европейский Союз будет в очень невыгодном свете на данный момент. Мы не готовы к тому, что будет усиливаться, например, Россия. Вот материал прошлого Шпигеля о сближении России и Китая в технологической и военной сфере. Расследователи Шпигеля
с ужасом увидели, что то, что они подозревали, гораздо оптимистичнее, чем реальность. Что идут очень серьезные встречи, обмен информацией, технологиями. Китайские офицеры тщательно изучают опыт войны российских офицеров. И что, скорее всего, сближение Китая и России гораздо теснее, чем нам казалось. Это вот исследование последней недели, последних полутора недель. А следовательно, заявляют немецкие расследователи, Китай нельзя считать нейтральной стороной в конфликте. То есть они считают, что Китай не нейтрален, он пророссийский в этой войне. Вот сейчас это прямо пишется. Не знаю, что они скажут через 2-3 месяца, но на данный момент, на июль месяц, это так. И вот европейцы думают, зачем? Да, мы с Китаем, недавно Мерц был в Китае. У нас, с одной стороны, мы хотим с Китаем иметь нормальные отношения, потому что там наши рынки, а Китаю нужны рынки Германии и Европейского Союза. Но, с другой стороны, усиление России нас не устраивает. Потому что если Россия выйдет из этой ситуации сейчас на коне, мы должны будем находить какие-то, ну не знаю, трудно будет нам сохранить лицо. И вот есть страна, Украина, где власть не особо думает о будущем страны, не особо просчитывает, что уже происходит, да, собственно, публично счет и не ведется на потери экономические, человеческие. В основном нам пишут о том, что там взорвалось, там 20 судов потопили, там какие-то дымы встают. Ой, как интересно, как будто мы в тире или в компьютерной игре. Мы все время набираем, вот читая эту информацию, как спортивный интерес. Вот для нас, с одной стороны, спортивный интерес и подсчет поразили порт, поразили нефтеперерабатывающий завод, поразили танкеры. А тут вдруг, ой, ракета попала в Сумы, в Одессу, в Киев, и что-то происходит и с нашими людьми, хотя они описывают четко, что поражено на уровне, скажем, заводов и прочих-прочих вещей. И вот в этой ситуации, я завершаю, вот эти три элемента, все ведет к тому, подумают европейцы, что мы должны чуть-чуть быть прагматичнее, как, собственно, было всегда. Европа многолика. Европейцы и американцы выдавали пленных казаков Сталину. Она выдавала сотни тысяч пленных и красноармейцев, и людей, которых насильно или добровольно они очутились в Европе, особенно в Германии, я имею в виду Европа, та, которая воевала с Красной армией. И они знали, что они посылают этих людей на верную гибель. Они сейчас пишут об этом книги. Они депортировали их легко. Точно так же после Ну, Первой это же мировой. геноцид. Они депортировали людей после Первой мировой. Или те люди, которые спаслись, ну, находили себя с очень большой сложностью в Европе. А Соединенные Штаты, я скажу вещь сейчас неприятную, вообще зная, куда уже идет нацистский режим, это после уже «Хрустальной ночи», это после 1938 года, максимально ограничила количество приема евреев в Соединенные Штаты Америки. Туда нельзя было попасть. Америка сказала «стоп» еще до 1938 года. Это тоже темное пятно Запада и Соединенных Штатов. Фактически, зная уже, что там творится, но там уже потом захлопнулась и мышеловка. Но когда была возможность, практически сузили до очень узкого горлышка количество мигрантов, евреев из Европы, которые Соединенные Штаты могут принять. Кто в теме, пожалуйста, в комментариях можете указать источники, цифры, даты и так далее. К чему я веду? А я уже не говорю о пост-индских, вест-индских компаниях и фактически скрытой работорговле при де-юре отмене работорговли или при взаимодействии с работорговцами Ближнего Востока и Северной Африки еще в конце 19-го, начале 20 века. И то, что творили европейцы, я проевропейский человек, но это все это книги толстые, все больше и больше пишут, что делалось в колониях даже после Первой мировой войны в 20-30-х годах 20 века. Поэтому меня это не удивляет. Просто я за то,
чтобы не говорить красивые вещи о стратегическом пробуждении Европы, о защите свобод, о защите прав человека, а говорить прямо и научиться понимать, что вы говорите прямым языком. Кстати, из-за вот этого языка, вылизанного, ужасного, еще одно из публикаций, Франкфуртер, позавчера, по-моему, шкала доверия и обращения к традиционной прессе, там пулами рассматривалось, например, Die Zeit, Frankfurter, Süddeutsche Zeitung, или там Tagesschau, ту-ду-ду-ду, и социальные сети, и разные каналы, скажем, не классические. А крен уходит все больше не в традиционные СМИ. Это я к тому, что для нас они умерли давно, но все-таки в Европе все завалено и печатными газетами и журналами. То есть граждане понимают, что они из официальных каналов не получают должную информацию. А если я, например, француз, немец, средний обыватель или итальянец, за последний год я хочу узнать, что происходит в Украине, то где-то в прошлом году чуть-чуть какое-то окошко приоткрылось и начали что-то такое, с разных сторон попытка. 10% на 90%. То сейчас публикация об Украине снова закрылись. Все абсолютно в одном ключе. Там или Украина побеждает, или просто какие-то репортажи о дронах, или просто официальные небольшие тексты об атаке на Киев, например. Фактически репортажный. Дата, столько-то людей погибло, вот вам фотография. Но не на первой полосе. Узнать, что творится в Украине, что внутри происходит. О коррупции уже не говорят практически. Вот это волнами, да, вот начали говорить о подрыве северных потоков, окошко было несколько месяцев, большие материалы, все трясло, там, значит, судебное, раз, смахнуло, нет. Коррупционные скандалы в Украине. Европа говорила, опять команда, поскольку нужно, мы побеждаем, Украина побеждает, нужно накачивать вот этим всем пафосом. Опять ничего нет критического, даже такого слегка. Поэтому это все увязано в один образ. А вот, да, нужно понимать, что Европа такова. И я это понимаю. И я прекрасно понимаю, что с такими, как я, с такими, как вы, может случиться что угодно. Поскольку в Европе свободно действуют и наши прекрасные органы, скажем, силы насилия. И это европейцы тоже проглатывают. И тоже, вы знаете, это как похоже, как будто это не концерны СМИ, медийные, которым 100-150 лет, а как будто это какие-то разговоры на базаре. Ох, там кого-то там убили. Да, это, скорее всего, это государство Украины там что-то сделало. Вот последний случай Монако, вот еще что-то там было. Поговорили 2-3 дня, опять ничего нет, затишье, штиль. Этот штиль длится месяцами. Поэтому в такой ситуации зеленый свет тому, чтобы не создала сейчас власть в стране, в нашей с вами, Александр, стране, не стоит надеяться, что в официальном инфополе большом на это вообще будут обращать внимание. Потому что, факты вопиющие. Опять это, если уж совсем вопиющие, маленький столбик протоколом. Там, значит, убил военнослужащий 2 человек. Убил и закопал. Вот. Как в фильме «Кавказская пленница», в «Белая горячка». Да, убил и в землю закопал, говорит доктор психиатрической больницы Шурику. Так вот сказал. Вроде все проглотили. Думаю, кто это посмотрел. Глаза так чуть читателей из орбит вышли на минутку. Потом обратно, и люди думают о своих налогах, о повышении цен, о том, что указывают на цифры, сколько будет увольнений, о нехватке там и там и там людей и так далее. Параллельно с увольнением, потому что сокращаются вообще как бы сферы, целые большие предприятия. Вот в этом режиме, глядя из Украины, кажется, что они вот так смотрят на нас и под прицелом видят каждую деталь. Нет. А опять же это связано, вот завершаю рассуждение, я читал совершенно другой материал сегодня, как искусственный интеллект
Сейчас немецкие университеты решают этот вопрос, потому что экзамены стали невозможно сдавать. И многие профессора и деканы боятся, что запрета студентам на экзаменах пользоваться чатами, искусственным интеллектом приведет к тому, что студенты будут не подготовлены к жизни в современном технологическом мире. Но сейчас я скажу важную вещь, почему это связано с нашей темой. И вот там два очень ответственных автора, профессора, которые это пишут, говорят такую вещь. Ну да, почему? Потому что профессоры боятся, что если они поставят плохие оценки или уличат студентов в подделке, то эти студенты подадут в суд. И нужно будет доказывать, что работа написана с помощью чата. И одновременно добавляют предложение, которое прекрасно характеризует Европу. Они говорят, эти два автора, следующее. Но так и нужно. Пока не будет судебных заседаний, пока не будет обвинений и доказательств, это и будет в болоте все время существовать. Это я к тому, что пока какие-то смелые европейские журналисты или какие-то группы, так чуть-чуть утопично порассуждаю, не начнут по какой-то причине из человеколюбия, прав человека или достоинства журналиста, я намеренно это говорю чуть-чуть с такой интонацией пафосной, вдруг не решат взять на прицел эти темы и апеллировать не к Украине, а к своим властям, к немецким, французским, итальянским, брюссельским, и говорить, что вы делаете? Обращайтесь к властям Украины. Да, мы за Украину, мы поддерживаем Украину, но наша поддержка Украины не предполагает работорговлю, не знаю, холопство, потом избиение обычных людей, издевательство над ними. Фактически полное исключение Конституции. Нашли фразу «Конституция на паузе». Да нет, отмена Конституции. И вот я заканчиваю, приходим к вашему первому вопросу. Какое же государство без Конституции? Как можно праздновать День государственности, если все главные атрибуты государственности, кроме каких-то лиц людей, исключены? Государственность – это система права, это дискуссии, даже во время войны, это возможности разным группам представлять гражданам свои видения, в том числе и пацифистские, или в том числе и антивоенные, в том числе и антивластные, поскольку человек не обязан поддерживать свою власть. Это тоже ноу-хау наших демократов и наших лидеров общественных мнений. Вот это для меня Порошенко, как предыдущий президент, яркое воплощение. Это такой вот, он выходит на трибуну, лицо сейчас всех порвет, сейчас он будет резать правду матку, а потом начинает, да, чуть-чуть так погрозив, чуть-чуть, потом абсолютно начинает оправдывать все, что происходит, как оппозиционер. А у нас нет атрибутов государства. Мы, украинцы, увлеклись в центре сложнейшей войны на выживание, мы фактически забыли, что такое государство. И если мне сейчас скажут, еще раз, потому что война, потому что там на паузу, потому что какие-то ограничения, ограничения – это не отмена. Ограничение прав – это не тождественно отмене всяческих прав человека. Вот это главный тезис. Пока этого нет, бессмысленно праздновать какие-то государственные праздники. Это не государственность, это определенные авторитарные группы, которые в данный момент ощущают, что они могут себе позволить что угодно. И кроме того, их декларации показывают, что, собственно, они не особо жертвуют. Это тоже я хочу подчеркнуть. Потому что словарь жертв, которые они обращают к обычным людям, не работает относительно их. Я хотел бы спросить этих людей. Вот вы требуете жертвы вплоть до жертвы своей жизнью от своих граждан, хотел сказать подданных. А чем пожертвовали вы? Вот дайте мне небольшой список из пунктов, требуя жертвы от своих граждан, опишите мне, пожалуйста, начиная там
не знаю, от наших бывших министров, от Кулеба, например, спросил бы я Кулебу: вот, дорогой бывший министр иностранных дел, чем пожертвовал ты? Покажи свою декларацию. Чем пожертвовал, не знаю, наш, там, не знаю, Шмыгаль, там, та же вот недавно прекрасная дама, премьер-министр. Ну, правда, она лишилась места, но это нельзя назвать жертвой. Я к чему это веду? Что эти люди ничем не пожертвовали. Да, бизнес, представители бизнеса многое теряют. Потому что атаки, потому что рушится. И там здание, и новая почта отделение, и бизнес страдает. Особенно там, где Одесская область, там Днепропетровская, Харьковская, я прекрасно понимаю. Но ведь это политики призывают к жертве. И пока я не вижу, чем они пожертвовали. Это важный вопрос. Потому что мы критикуем сталинизм и его действия во Второй мировой, но мы четко видим, что вот один сын Сталина попал в плен, а один сын Сталина был боевым летчиком. И сейчас будем продолжать, где кого, чьи сыновья воевали, какие семьи страдали, что люди теряли. А это все-таки сталинский режим, который демократическим не назовешь. Теперь вопрос снова к нашим политикам. Вот, может быть, кто-то из нашего истеблишмента сможет ответить на этот вопрос. Ну, так какие такие жертвы они пошли за эти 4,5 года? Потеряли свои финансы, все отдали на армию, продали свои квартиры роскошные. Наоборот, появились дома, появились квартиры новые, появились новые машины, появились новые возможности. Это не жертва, это пользование войной. Вот и все. И вот это называется государственность. Андрей Вот Олегович, лозунгами государственности вот эта группа людей, она абсолютно, во-первых, неуязвима, абсолютно их шкура не в игре и процветает. Так что здесь нельзя говорить о государственности в таком ключе. важный момент, который я хочу с вами обсудить, он кажется только второстепенным, но это один из ключиков к разгадке вот этой глубинной причины того, что происходит с украинским обществом, с украинцами, которое в своей массе это позволяют делать. Я очень хочу жестко с вами об украинцах поговорить, потому что, это позволено. Это позволено. Эти женщины, бросающиеся на бусы, это молодежь, эти поломанные люди, которых вы во Львове упомянули эту ситуацию, так это же продолжается и везде. То есть и это не останавливается. Это люди позволили с собой это сделать. Но не является ли причиной всему этому важный такой, очень тяжелый синдром разбитого, разбомбленного интеллигентского сообщества? Интеллигенция, получила поддых, откашлялась и стала быдлом. Никто не может возразить ни на уровне примитивном, это уровень масс, да, когда непонятно откуда в районе Львова молодняк выходит, есть там какие-то подстрекатели-зачинщики, это все переворачивается. Это вот этот уровень. Но нечто подобное, только по-другому, может же предъявить и интеллигенция. И тут же страшнее будут последствия. Потому что это с умом, это с чувством, это с пониманием. Зеленский, я сегодня обсуждал этот момент с психиатром. Эпизод смешной, да? Смешной. Но Зеленский боится быть смешным. Он комик, который боится быть смешным сейчас. Как он водичку пил на дне взятия Бастилии с этой крышечкой, которая по европейским нормам должна быть приделана к горлышку, а он ее отрывал вот это вот, понимаете? То есть интеллигенция только может сделать из вот этого диктатора посмешище, но ее разгромили. И я почему задаю вот эту тему для рассуждения вашего? Рождение лидера. Вот человек рождается 9 месяцев от зачатия до появления на свет. Это норма,
Есть разные, ну, там, отклонения, но, в принципе, вот так, да. То есть, условно, за месяц ты не родишь, ну, как при всех там даже показателях. Но вот эта среда украинская, она требует рождения нового лидера в какой-то среде. Военной ли, гражданской ли. Ссорят же сейчас военных и гражданских. Просто вот прям берут и ссорят. Но как может в этой ситуации, в этой обстановке концлагерного типа, и когда вот этот Запад, который как бы всегда должен был, Запад нам поможет, классическое выражение, да, он это принимает, поощряет и идет на поводу у вот этого режима, да, то есть из-за границы кто-то? Нет. Получается, это должно родиться внутри. Но как? Как будет выглядеть процесс зачатия и родов вот такого лидера, который смог бы сломать вот этот план? Вот именно лидер возможен сейчас в существующей Украине? Ну, так это вопросов 5 или 7 вы задали. Ну, я буду кратко, тезисно. Первый тезис очень простой. Интеллигенции нет с 90-х годов. В Украине нет интеллигенции. Остатки советской интеллигенции или умирали, ну, там кто постарше был, а кто был помладше, в основном адаптировались. Очень быстро приспособились. Те, кто не приспособился, маргинально существовали еще вплоть до 20, 21, 22 годов. Я имею в виду, если ты где-то... Я знаю таких коллег, например, которые даже и толком и украинский не выучили, но еще где-то там в Одесском университете или в Харьковском преподавали. Но фактически это сошло на нет в нулевых годах. Государство Украина, развиваясь, не делало ставку на интеллигенцию. То, что стало пробиваться с 16-17 года, в чем я принимал участие, это какие-то точечные групповые вещи. И это сейчас фактически тоже зачищено, потому что большинство моих учеников занято обслуживанием государства прямо или косвенно. Нет, те, кто вот на виду, вот эти все образовательные площадки, они занимаются вот этим. Соответственно, второй вопрос. За границей, кстати, это тоже не исключено, потому что многие революции делали люди, вернувшиеся из вынужденной эмиграции, в том числе и революция большевиков. Идет послабление после какого-то периода, эти люди возвращаются и что-то там делают. Возможно, это будет и в других странах постсоветских. Но я не вижу таких людей за границей сейчас. Что внутри Украины, мне кажется, таких людей нет. Ну, потому что если бы это были лидеры, которые, ну, не то чтобы бросались на амбразуру, ставили как бы, на кон вообще всю свою как бы, всю биографию, семью, заработки, ну, хотя бы заявляли твердый голос, вот что хотя бы сказать, вот выйти с интеллигентным лицом в очках, тебе там лет 65-70 или 40-45, и ты считаешь себя философом, историком, не знаю, социологом. И вот с таким лицом, нервно-интеллигентским, таким блеющим немножко голоском слабеньким сказать, что вы делаете? Вы бьете своих людей, вы растаптываете их достоинство. Остановитесь. Защита страны – это не обязательно уничтожение достоинства своих граждан. Просто вот так проблеять, чуть-чуть. Этого нет. Потому что страх настолько сильный, что человек не может это сделать. Люди боятся. И обычно эти люди еще зависимы, я много раз говорил и в разговоре с вами, они зависимы от своих руководителей на кафедрах, в институтах. Во многих, там, как Институт философии, переизбрали там, пенсионера, бывшего идеолога. Вот. Лучше так, там 3-4 тысячи гривен, 9 тысяч гривен, в университете может быть 20, 25, 20, может 30 тысяч гривен профессор получает. А люди боятся, а если меня выкинут из университета с позором, или вот, что враг, предатель, там, куда я пойду? Что я буду делать? А если меня с 60, меня тут же выбросят куда-то на фронт в 50 свои 9 лет и так далее. Или в подворотне встретят и заставят на камеру
извиняться и говорить там «да здравствует ту-ду-ду», 3 буквы, и будут требовать от меня разъяснения, что сейчас не время думать о достоинстве людей. У нас есть достоинство, мне это показалось. Это вражеская идея считать, что достоинство человека важно. Сейчас важно защищаться от врагов. И для того, чтобы защититься от врагов, важны все средства. Вот когда война закончится, мы тогда вспомним о достоинстве, о Конституции и так далее. Так она не Эти люди будут заканчивается. значим голосом говорить это. Вот я вот этого не пойму, этой логики. Это не логика, это дескрипция, описание фактов. Я не понимаю. Смотрите, в момент, Пожалуйста. в день, в любой день или там в любую ночь, потому что россияне бьют ночью по тем объектам, которые там, Да, ну, или в рано общем, утром. по разным объектам, имеется в виду, которым слили, это все, это же просто какой-то, если так вот, если еще окунуться в этот момент обстрелов, да, обстрелов, сейчас опять там очередное предупреждение, опять массовый обстрел, ну, то есть и цели сливают специально, и людей убитых подбрасывают на место трагедии, да, а что он тут делал? Ну, там, он, она, не знаю, что они тут делали? Ну, то есть, они вообще с другого района, с другого абсолютно. Ну, тут так вот, так, и Александр, ракета. я об этом не могу судить, потому Не-не-не, что я не сужу, я смотрите, не проверял. я не Да. об этом. Опять-таки, ну, а кто? Это точно так же, куда попали, куда не попали, понимаете? Нам Ну, вот в показывают... том-то и дело. Вот сейчас, вот в чем дело, пока вы еще проговариваете вопрос, я хочу вернуть вам этот. Поэтому я сейчас не берусь вообще говорить об этих вещах, потому что мы сейчас между тисками двух пропаганд. И в тисках этих двух пропаганд всегда был какой-то третий, условно говоря, там какие-то европейские там СМИ там или какие-то правозащитники или какие-то американские там, не знаю, консерваторы. И вот мы говорим, да, это две пропаганды, российская пропаганда, украинская, но давайте к третьему какому-то, вот этот третейский, он авторитетен. Какой-то профессор старенький с платочком американский. Нет такого профессора сейчас. Кто есть, Безусловно, но я... Суть моего, как мы не бы... проверим это, поэтому это совсем другая Стойте, ситуация. Я об этом... суть моего вопроса и недоумения заключается в следующем. Андрей Олегович, в момент, когда ты можешь быть убит в любую ночь или в любой день и в любое утро, молчать и бояться как-то странно. Это другое. Но это получилось у режима. Получилось. А Как? почему? А почему? А потому что, опять, эта тема для меня тяжелая, потому что только если ты сам в этой ситуации, ты имеешь моральное право об этом говорить. Поэтому я говорю со стороны максимально сдержанно и как исследователь. Понимаете, одно дело, когда это в высокой степени неопределенности. Я имею в виду, что в твою квартиру, в твой дом попадет. Человек каждый раз сжимается, это всегда тяжело и страшно. Но другое дело, когда ты, если хоть чуть-чуть публичный, на кафедре в университете или где-то у себя в институте, выйдешь или у себя на YouTube что-то проблеешь, то вероятность того, что ты тут же ответишь за свои слова, причем ответишь так, как вот только что мы описывали. Ты еще будешь извиняться, ломать себя, унижаться и говорить, я ошибался, это вражеская пропаганда и так далее. Это гораздо больше страх. Это, кстати, замечено давно. Люди поколения конца 30-х годов, когда началась война, 41 год, многие из них почувствовали эйфорию, потому что жить в состоянии неопределенности 30-х годов, лотерея вот этих всех чисток, для многих было уже невыносимым психологическим бременем. Я читал много мемуаров на эти темы, от ученых до военных, от писателей там до, там, не знаю, историков. И вот они описывали, что вот теперь все стало более-менее понятно. Я могу чем-то помочь стране, я могу записаться или в добровольцы, или где-то на заводе работать, или где-то там что-то. Фильмы сниматься военных. Много, кстати, фильмов снималось там в глубине Советского Союза, за Уралом.
или на Урале. А вот когда началась война, они почувствовали облегчение. И конец войны, 45-й год, был связан с небывалыми ожиданиями. Так заканчивается роман «Доктор Живаго» Пастернака. Он пишет в начале 50-х, но вот герои, те, кто выжил, они говорят о том, что сейчас начинается новая эпоха. Пережив все это, мы не можем жить по-старому. Они ошиблись. Ничего особо не поменялось в режиме, по крайней мере, до смерти Сталина. Но сейчас я говорю о том, что для многих тогда война была облегчением, потому что здесь уже более-менее понятный мир и более предсказуемый. Они, может быть, многие ошибались. Вот в ситуации, когда в кавычках «свои» действуют избирательно, непонятно, нелогично, и ты можешь стать жертвой, ну, не знаю, чего угодно. Поймают на улице, вот я говорю про сейчас. А про тогда могут ночью ворваться в комнату, в твою квартиру, посадить воронок и все. Изменник родины, предатель и так далее. Японско-английский шпион. До того, как стали дружить с Германией, немецкий шпион. До пакта Молотова-Риббентропа. Так что это все психология. А вот когда там враг, агрессор, это понятно. А вот здесь внутри могут происходить вещи, и когда это что-то делает агрессор, тебя поддержит сосед, тебе могут помочь. И ты, собственно, твой образ другой. Ты пострадал от действия агрессора. Вот моя квартира, вот этот дом пострадал. И ты можешь надеяться на сочувствие, поддержку. А вот если это сделают некоторые свои, часто в кавычках, с тобой, с твоей семьей или с тобой, или тебя, не знаю, повяжут, даже если ты не сопротивлялся, могут избить, куда-то бросить, вот тогда поддержки не жди. Здесь ты уже не в геройском ореоле, и ты не в ореоле жертвы и мученика, а ты фактически материал, который использует система. И ты не добьешься помощи, если, конечно, нет влиятельных знакомых, денег и так далее. Я об этом говорю. Вот эта психология играет. А тем более, все-таки есть места, где, ну, если мы говорим о больших городах или прифронтовая зона, то все-таки, слава богу, многие областные центры не так сильно страдают. Да, туда попадает, но если мы берем там Житомир, Черкассы, Крапивницкий, там, не знаю, еще много-много таких городов, Полтава была вот сейчас что-то меньше, потому что, очевидно, что-то там перевозят и так далее. Вот. Но это, конечно, Киев, Одесса, Днепр, Харьков. Главные, ну и прифронтовые города. Вот я объясняю эту психологию. Скорее всего так. Может быть, меня поправят и скажут нет. Но я основываюсь на опыте прошлых поколений. Вот так чувствовали себя люди в 30-х, 40-х годах. Я думаю, что это примерно тоже происходит. Мы же декоммунизировали все. Тоже странности, понимаете? Нет. Это вот, вы знаете, это самая главная ошибка псевдоинтеллигентского сознания. Мы действуем четко по сценарию. Коммунизмом это назвать нельзя. Я к Марксу отношусь хорошо. Вот. Это не мой философ, но все-таки это глубокий мыслитель. А вот эти все главные схемы, они усилились. Много раз об этом говорили. И выступления, не знаю, наших лидеров и мнений, не знаю, от блогеров до писателей и до политиков, они совершенно в режиме собраний партийных и комсомольских. Вся риторика, неуважение к другому мнению, давящее вот это вот «я знаю как и научу вас жить». Это же взято не из независимой Украины, это взято из той жизни. Я просто, понимаете, был сегодня обескуражен, там прошла встреча этого Корецкого, который там с Миндичем был связан, отжатыми активами Коломойского руководил. Его вроде как прочат новым премьером, новой Свириденко теперь будет Корецкий. И там, вот видите, какой-то цирк, ей-богу. То есть у нас Одесса, утром прилет, 3 погибших, дальше там 3, там 2, там еще где-то. И попалась мне какая-то сводка, российская сводка, и там со временем. И там вот прям перерыв на обед, там с часу до 2, а так, с самого утра.
там по вчерашнему дню имеется в виду, с самого утра. Так, тут Харьков, тут прилет, тут удар в Одессу, тут Днепр, тут еще вот прям выписано. И там, 2 часа там или часик, перерыв на обед. То есть идет расстрел Украины фактически. И в этот расстрел Украины выходит этот Корецкий, будущий премьер, и говорит: ой, зима будет не менее тяжелой, как прошлое. Я буду заниматься зимой, поддерживать Минобороны и уделять внимание психическому здоровью украинцев. То есть это прям новость, это он обсуждал с этими слугами, то есть... Это, знаете, как приходит кто-то со своей фишкой. Вот это такая фишка. Этим никто не занимался и заниматься не будет. Равно как и самими украинцами. Равно как и самими украинцами. То, что я 100 раз говорил и в наших эфирах. За почти 5 лет можно построить коттеджные города, можно построить много высоток в Западной Украине, в Центральной Украине, перенести предприятия, заводы, потому что нужно думать о будущем и давать людям работу и жилье, и помогать им выживать. Этого не произошло. Ни здоровье и жизнь стариков, пенсионеров, ни психологическое здоровье украинцев, ни будущее украинцев никого не интересует. На словах только. Это, мне кажется, твердый факт. Но мне интересно, что такая фишка появилась. На 5-м году войны вспомнили о психическом здоровье человека, украинцев. Ну, так эти люди страдают каждый день, а о них вспомнили почему-то сейчас. У меня... И тоже это определенный цинизм, Александр. Посмотрите, здесь, как мы с вами говорили о европейских СМИ и вот этом политикуме официальном, также и здесь. Вот эта постоянная сводка, я когда захожу утром, начинаю вот со сводки ленты новостей, вот этот спорт, сколько суден утопили, там порты, там ту-ду-ду-ду-ду-ду, и потом сдержанно, если люди не пострадали, если нет погибших, если погибшие говорят только, что сколько-то погибло, пострадало. Но нет тоже прямой речи. Просто вот сказать, прямая речь выглядела бы так. Мы устроили сейчас вот игру ва-банк. А сейчас мы пошли вот в такой обмен, эскалацию обмена ударами. При этом мы вас, украинцы, не очень-то можем защитить, особенно от баллистики. Поэтому вы понимаете, что ради блага системы, государства, защиты, а это наше право атаковать все эти вражеские центры, что мы вам можем сказать? Крепитесь, держитесь. Да, это страшно. Готовьтесь, да. Готовьтесь. Готовьтесь к очередной атаке баллистической. Готовьтесь к страшной зиме. Ну, а что, говорят эти люди, это война. И возвращается мой вопрос. Чем вы жертвуете? Вот это вот и называется психологическое здоровье украинцев. Готовьтесь. Знайте, что мы вас все равно не защитим. Баллистическая коалиция. Была танковая, там самолетная, теперь баллистическая. Читаешь цифры, говорят, ну вот 28-й, 29-й год. То есть не завтра, не послезавтра, не в следующем году. Речь идет о какой-то далекой перспективе, понимаете? Вот это и есть цинизм. Прямая речь говорит так. Мы устроили игру ва-банк. Мы атакуем их. Они грозятся отвечать сильнее. Но за редким исключением мы не можем пока ничего сделать с их баллистикой, потому что здесь у нас нет ресурсов. Но мы надеемся, что у нас повысится в процентном отношении сбиваемость этих ракет. Не знаем когда. Может быть, через месяц, может быть, через полгода. Но пока держитесь, крепитесь. И вот это вот слово «стийкость». Вот мне кажется, это тоже не совсем взрослый разговор. Вот если бы вот так прямо сказать, а ведь это все между строк и есть. То есть мы затеяли вот эти обмены ударами, но мы понимаем, что у нас в основном все размещено в городах, причем крупных. Рядом с вашим домом, уважаемый украинец. Да, мы не можем защитить вас, собственно. А последние месяцы все
это все как-то, ну, даже страшнее, вообще как бы иногда ноль сбитых или там одна из нескольких десятков. Но мы продолжаем. И мы будем каждый день писать, сколько потопили танкеров, сколько там вот дым там стал, там и там. Нам это интересно. Мы показываем европейским партнерам, настолько мы усиливаемся и попадаем в глубину России. Вот это важно показать, что происходит. Мы ослабляем их потенциал. О своем потенциале нам не говорят, нам, гражданам. Нам не говорят. Мы почему-то должны знать все до единой запятой потери российской стороны, но о своих потерях мы не знаем. Ну, конечно, военная тайна. Это военная тайна. Но вы, люди, держитесь. Вот это и есть также цинизм. Если вы не можете защитить своих людей, если вы не можете защитить небо Киева, Одессы, тогда ваша политика как стратега должна чуть измениться. Ну, что-то нужно в этом менять. Потому что если это пойдет дальше, и вы не можете защитить большие города, к зиме с этими городами может произойти страшные вещи. И вы будете продолжать говорить этим людям, которые там сидят, ну, извините, это война. Да, мы предупреждали. А вот там люди на передовой тоже страдают, они там гибнут, поэтому вы страдаете меньше, ничего страшного, потерпите. А сколько потерпите, а никто не говорит. 28-й год, 29-й год, 30-й. Сейчас, ну, Трамп опять развязал войну в Иране, бомбит, Иран Это отвечает. звучит уже, знаете, как водевиль такой. Да. Знаете, такой провинциальный старый водевиль, когда уже сорваны несколько объявлений, вот, уже там карикатуры, ну, комедии, вот новая комедия, там, не знаю, где-то в Жмеринке. Трамп снова объявил войну. Ну, или как в этом самом фильме «Барон Мюнхгаузен», тот самый Мюнхгаузен. Он объявил войну Англии. Смотрите, тут Так, ну что вопрос? Снова вопрос, объявил войну Иран. да, смотрите, и вот я же, ну, и все следили за этим нарративом, и от Зеленского, и от российской стороны, и пресса писала, что, ну, Трамп сейчас занят, у него Иран. Вот сейчас подписали какой-то этот меморандум, да, от которого сейчас не напрягайте. от которого Не сейчас напрягайте. рожки... Сейчас не будут писать. Писали и забудут. Сейчас будут другое писать. Смотрите, рожки и ножки остались от меморандума, да, Да. но вот сейчас занят Ираном, а вот освободиться, Уитков, Кушнер, там, Трамп, они сейчас заняты, сейчас они освободятся и закончат войну в Украине. У меня, исходя из вот этой конструкции, да, потому что, ну, проблема такая, и я немножко помню, о чем писали пару месяцев назад. Вот это вот очень Понимаете? ваш недостаток. И у меня вопрос. Забудьте. Двойной. Вопрос номер один. Что тогда при этой игре ва-банк в такого характера войны вы видите, ну вот так вот философски, если посмотреть, что является победой, не поражением, победой? Что такое победа в этой войне? И второй момент, важнейший. Ну, может, надо, получается, что дождаться, пока мир окончательно изменится. Ну, то есть вот эти ветры буйные, мировые, как бы пройдут, и, собственно, сдует вот эту войну российско-украинскую. То есть изначально же это же глобальная геополитика. Это вот зоны влияния, расколы, переделы. Это вот что такое большое. Получается, мы маленькие, сидим украинцы, жмемся, когда летит по нашим домам, и ждем, если чего вдруг не так, в дверь постучит товарищ майор. Но мир поменяется, и вот все как бы сдует. Вот ковид же сдуло вместе с нашей. Вот так вот что-то произойдет, вот все переделят, договорятся, и Да, все ковид не закончится. сдуло. Ковид не сдуло. Ковид, давайте так, не ковид, а политика западных стран и политика мировых правительств сделала серьезный шаг к обрушению нормально функционирующего миропорядка. Это было одно из звеньев большой цепи перестройки мира. Последствия этого, и не хочу сказать ковид, потому что обесценивает то, что произошло. Последствия этого еще не проанализированы, они ощутимы, они видны. Но мы еще не знаем, что будет. А вот отвечая на ваш вопрос, поскольку мы так к завершению разговора подходим, здесь есть просто несколько моделей.
Давайте вот я возьму, история дает нам примеры. Магистра вита эст. Ну вот возьмем в Афганистане. Сидели, вооружали, обучали, говорили, вы орлы демократии. А потом в один прекрасный момент, ой, а мы несколько триллионов истратили. А для американского народа это бремя. Все, выходим. Цели не достигнуты. Вдруг эта демократическая бравая армия куда-то разбежалась, хотя должна была воевать. Ее вооружали, обучали. Президент куда-то сдулся, я говорю афганский. Толпы в этом самом аэропортах. Все. Ирак. А что, собственно, в Ираке? Где победа, где поражение? Кто победил? Кто... Разрушенное государство. Ливан. Ой, извините, Ливия. Что с Ливией? Где там победа и поражение? Ну да, взяли, линчевали человека. Возможно, диктатора, но линчевали человека. Причем при попустительстве тех людей, о которых мы говорим, или их предшественников. И что дальше? Я хочу сказать, что в этой системе координат удерживается ситуация, пока политические расклады позволяют ее удерживать до конца. А потом без всякого почему, каких-то аналитик, ой, это дорого, или ой, вы знаете, а уже цели достигнуты. Государство выдержало, не сломлено, там Киев не взят, или по-другому говоря, там Львов не взят. И, собственно, ввели новую банкноту в 2000 гривен. К тому времени ведут новую 5000 гривен. И все в порядке. То есть, есть атрибутика государства, ну, такие вот банкноты. Это я к чему? К тому, что это, когда это все будет... И то там шрифт нашли какой-то пророссийский, российский, Ой, непонятный. Ужас. Ужас. Это наш спорт. Это спорт. Находить вдруг у самых ярых сторонников украинского национализма ярых партийные билеты. Партийные билеты, комсомольские поэмы, работа на благо коммунистического будущего, тексты, стихи, выступления против Бандеры, украинских жестоких националистов. Это все в скелетах, в шкафах, в карманах, в платьях вечерних наших прекрасных лидеров-националистов есть. Я просто говорю о том, что мы, проецируя настоящее на будущее, делаем неверно, потому что мы подходим с ложными концепциями. Победа, поражение, мир, перемирие. Все может произойти совершенно по-другому. Когда вдруг, как в старых советских анекдотах, всем спасибо. И вот взяли так, разошлись. А вы делайте, что хотите, мы вам какие-то деньги будем давать, оставлять часть у себя, может большую, может меньшую. Будем вас восстанавливать, возрождать. Вот. Индусов привезем, да. Да, и они себе будут, потому что, еще раз говорю о цифрах. Рабочие в Германии, во Франции, в Италии – это не такая уж широкая категория. Они нуждаются в мигрантах, как ни пиши. Так что может быть так, может быть по-другому. Когда какая-то группа ответственных политиков или какие-то группы там, в Европе, Соединенных Штатах начнут играть Трамп 2.0. Вот то, что было в Белом доме в феврале месяце. Это вариант, я сейчас перечисляю варианты. Третий вариант – это истощение ресурсов одной из сторон. То есть, то, что сейчас ведет Россия, это идет война на истощение. Вот вам третий вариант. Мне не нравится первый, это просто цинично вообще. Всем спасибо, все разошлись. Все плохие. Но вот я показываю, какие. Потому что, исходя из логики действия властей, президентов, никто сейчас, по крайней мере, до Нового года, до зимы, не будет выходить с инициативами. Пусть я хочу ошибиться, я не предсказываю, я не предсказатель. Очень хочу ошибиться, но пока не видно, что есть какие-то группы, которые могли бы это сделать. Остервенение будет до предела. Людей рассорят до самого предела. Это стратегия политиков. Смотрите, когда людей ищут люди врагов внутри себя,
когда все ужасно, все плохо, те авторы плохие, те языки, те истории плохие, никогда не возникнет лидера. Смотрите, какой маленький секрет. Любой лидер, который чуть-чуть будет отклоняться от линии партии, он уже враг, он уже предатель. Потому что он за каких-то там Шмулгаковых, за каких-то там, не знаю, Мирдяевых каких-то, Мирзяевых. И вообще за колониально-имперский режим. А он еще хочет использовать русский язык, пусть не государственно, а как свободный язык функционирования, как в Конституции. Это тоже враг. Вот для чего, если мы ссорим друг другу, людей, группы, то единственный, кто выигрывает, это наша небольшая группка. А эта небольшая группка ведет себя комично, меняя, тасуя вот эти колоды, как будто от перестановки слагаемых. Поменяем Петренко на Иваненко, что-то поменяется. Ну, Иваненко была исполнительницей. Это самый лучший. В политику не лезла, не показывала, что она хочет стать президентом или премьер-министром. Не устраивает. Окей. Кто еще тогда? Шмыгаль? Снова. Нет. Вот то, что вы назвали, скорее всего, вечером. Вот вечером будет объявлено. Скорее всего, он, да? Ну, то есть, люди без лица. А люди без лица лидерами не станут. И все, кто сейчас приходит туда, у них в другой системе, которая может возникнуть, не должно быть шансов быть в политике. Потому что если ты уж пришел в политику, немножко заявляй о том, что ты хочешь сохранять людей своих, сохранять своих граждан везде. Что ты чуть-чуть хочешь вернуть Конституцию, что ты немножко думаешь о будущем своей страны. И поэтому ты указываешь на то, что так нельзя делать, так нельзя делать и так нельзя делать. Но вот такой расклад. Каждый новый политик, кто хочет стать лидером, должен предлагать уже сейчас выходы из ряда положений. Я могу об этом говорить, но считаю пока безответственным. Я не принимаю решения. И просто давать советы вот сейчас власти не хочу. Потому что это дело тех, кто пришел на Банковую, чтобы об этом говорить. Потому что некоторые мне пишут, вот там профессор или Андрей Олегович, вот вы предлагаете что-то. Я уже напредлагался с 15 по 22 год. И с 22 по 26. Предлагаю. Это никому не надо сейчас. Вот пусть предлагают те, кто облечен властью. Это их обязанность. Поэтому они так неуязвимы и прекрасно себя чувствуют. Ну, пусть они что-то начнут предлагать. Пока я не слышал предложений. Это игра в слова. Так что вот так. А мы варианты с вами разобрали. Можно дополнить. Но вот варианты такие. Все плохие. Хуже всего. Всем спасибо. Это вообще обесценивание всего, что произошло. Андрей Баумейстер, украинский философ, был моим собеседником сегодня. Андрей Олегович, спасибо большое за время и мысли. Спасибо за приглашение. Друзья, берегите себя, несмотря ни на что. Увидимся. До скорого.